Вот, посмотрите, сколько сока с него капает. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ранчо у Санчо. Сегодня я хочу вас познакомить с очень вкусным, сочным шашлыком. Шашлык по-кавказски. Это шашлык будет сделанный в вине. Да, вы не бойтесь, здесь вина совершенно не будет, оно все выпарится. Но вино придаст невероятную кислинку. Это что-то будет похожее, если сделать в гранатовом соке, только вино еще очень хорошо размягчает мясо. Данный маринад подходит как для баранины, для говядины, для свинины, для любого вида мяса. Получается очень сочное, вкусное мясо. Настоятельно рекомендую приготовить столь вкусный шашлык. Берем вот такой вот кусочек свиной шеи, ну или можете взять барашка, либо же говядину, кусочек вырезки какой-нибудь. У меня сегодня свинина. И нарезаем достаточно крупные кусочки, сантиметра по 4, вот так вот, 4 на 4. Не бойтесь, мясо прожарится и будет очень вкусное. Вот он кусочек, посмотрите. Идеальные кусочки. Вино берите обязательно сухое красное вино. Красное вино придаст красивый аромат, такой рубиновый мясу. А сухое вино, как я говорил уже, придаст кислинку и очень хорошо размягчит мясо. Вообще на Кавказе делали это все с домашним, хорошим, сухим вином. У меня сухого домашнего вина нет. Я пошел в магазин, приобрел сухое. Кстати, не обязательно заморачиваться и покупать за 1000 рублей. Здесь подойдет для маринада самое простое вино. Ну, конечно, за 100 рублей не берите, чтобы не травануться. А так рублей за 300, за 400 подойдет вполне. Все мясо отправляем в тару, где будет замариновываться. Самое главное, чтобы это была не алюминиевая посуда, потому что в алюминиевой посуде с вином будет окисление происходить, поэтому быть не должно пластиковая стеклянная посуда, либо эмалированная. Лук нарезаем полукольцами, в нем мы замаринуем мясо и также нарежем лук кольцами, это чтобы чередовать при насаживании мясо и лук, чтобы было вкуснее и красивее подача. Вот так вот хорошо пожмите лук, он отдаст сок. И также достаточно большими кольцами по сантиметрику нарежем кольцами. Также берем острый красный перец, по центру его разрезаем, достаем отсюда семечки, какие есть. И мелко его шинкуем. Также возьмем для аромата чеснок. Мы его не измельчаем, мы его просто давим. У меня 3 килограмма мяса, я возьму 4 зубчика. Этого будет предостаточно. Также отправляем сюда лавровый лист, вот так вот, немного его распотрошив. Также берем немного лимона. 3 дольки будет достаточно. Пополам. И еще раз пополам. У меня с огорода свежий вот такой вот сушеный базилик. Либо зеленый, либо фиолетовый берите. И добавляем также сюда. Солим. И добавляем черного перца. Теперь все это хорошо перемешаем. Сюда также можете добавить
В принципе, специи, которые нравятся вам. К примеру, хмели сунели можете добавить. Можете какие-нибудь универсальные приправы, кавказские, не кавказские, какие захотите. Но вот он, классический будет рецепт. Больше здесь не надо, то есть здесь будет немного остроты, немного аромата чеснока. И вино очень хорошо придаст кислинку и размягчит хорошо мясо. Шея, конечно, и так по себе очень сочное и нежное мясо, но оно просто будет с вином таять во рту. Перемешали. Теперь берем вино. И наливаем. Мясо не должно плавать в вине, оно должно вино слегка вот так вот чуть-чуть прикрывать мясо, и оно все впитается в мясо. Тем самым мясо, как я и говорил, будет сочным. Все, замариновали. И такое мясо маринуется минимум 5 часов, а желательно часов 12. На 5 часов убираем в холодильник и будем разводить огонь. Прошло 5 часов, уже начинает немного темнеть, но вы посмотрите, какое рубиновое мясо. Прям обалденного, хорошего цвета, а запах какой стоит. Класс. Теперь остается просто насадить мясо. Как я и говорил, будем чередовать. Можно убрать лишнее отсюда, чеснок, перец, если что-то попадается. Мягкое мясо уже даже чувствуется, как насаживается. И отправляем это все на угли. Угли должны быть седые. Или хотя бы поседевшие, чтобы жар уже не такой сильно обжигающий был. Сначала запечатываем с двух сторон, ну а потом крутим-вертим, дожариваем. И получается сочный шашлык. Вот он, шашлык на вине. Класс, вы посмотрите. Немного кое-где, но это жирок, кстати, если что. Ну и, соответственно, лучок. Давайте же посмотрим в разрезе, насколько сочное это мясо получается. Можно вот даже вот так вот. Конечно же, надо дать мясу чуть отдохнуть, чтобы соки. Вот, посмотрите, сколько сока с него капает. Это класс. И смотрим, что у него внутри, у этого мяса. Посмотрите, хорошо прожаренное, сочное мясо. Смотрите, сколько сока с него бежит. Просто класс. Мягчайшее мясо просто. Обязательно еще посыпьте свежим лучком. И со свежим огурчиком. Можно макнуть немного в соус. Друзья, мясо в вине получается необыкновенным. Оно очень мягкое, за счет вина становится с небольшой, приятным послевкусием кислинки. Это вот чем-то мне отдаленно напоминает в гранатовом соке тоже сделано. Очень вкусно, пряно и очень-очень сочно и мягко. Друзья, в общем, шашлык в вине я рекомендую. Можно свободно подавать это детям, потому что все, точнее весь алкоголь, он выпаривается, и здесь ничего нет. Но оно очень мягкое и вкусное. Друзья, отдыхайте вкусно на природе, отдыхайте вкусно дома у себя. Друзья, наслаждайтесь вкусными шашлыками. До новых встреч, до новых видео. Пока.